Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Это Лепойский металлург, огромный заброшенный металлургический завод. Это не просто завод, а целый промышленный город. Десятки зданий, улицы, огромные цеха со всем оборудованием, раздевалки, офисы и склады. Все выглядит так, будто бы завтра придут рабочие на смену. Такого крутого сохрана и масштабов я еще не встречал. Представляете, целый месяц я изучал этот завод и снял про него большой сериал. В прошлой серии мы посетили главный Его Величество Мартеновский цех. Масштабы и сохран цеха очень впечатлили. После мы исследовали хозяйственное здание при Мартене. Там было много интересного. Столовая для заводчан, раздевалки, кабинеты руководителей, заводская лаборатория и даже подземный бункер-склад с подшипниками. Кто пропустил, рекомендую к просмотру. На канале опубликован отдельный плейлист для всех серий про Лепойский металлург. Это 4-я серия «Сталк на грани». В прошлой серии я осмотрелся с крыши Мартеновского цеха и осознал, насколько огромна территория металлурга. Это настоящая зона отчуждения, почти как Чернобыль. Несмотря на круглосуточные патрули охраны, я рискнул и отправился изучать все еще неизведанные уголки зоны. А главной целью было заброшенное локомотивное депо при металлурге. Зона снова порадовала меня крутыми находками. Но это был невероятно рискованный сталк на грани. Приятного просмотра! Охрана. Охранник с фонарем только что ходил вокруг этого здания. Чуть меня не поймал снова. Борщевик здоровенный, выше моего роста. Ё-моё, посмотрите на эти стволы. Не дай бог получить ожог от такого. Так сказать, через черный ход пробираюсь на металлург снова. Блин, борщевик просто 3 метра высотой. Я тут, походу, не пройду. Тут, блин, настоящие дебри. Ручеек какой-то. Благо сейчас он засох. Подкреп. Блин, через 20 метров должен быть периметр завода. О, я вижу забор.
Это не борщевик? Ой-ё! Вон борщевик. Ладно, аккуратно. Пройдем сейчас. Вот. Поваленный борщевик. Может быть, он уже засох? Мне все равно очень страшно. А! Мама! Фух. Высоко. Блин. Фух. Вот он. Металлург. Запретная зона. Ну что, ребята, пойдем исследовать все эти сооружения. Да, тут уже давно царствует природа. Облепиха. Ух, как же мне это все напоминает Чернобыль. Чё тут? Непонятно. Раздевалки какие-то или склады. Не пойму. 3 этажа. Охренеть. Впечатляет. Главный вход забаррикадирован. Там как бы местами окна отсутствуют. Но, блин, это 3-й этаж. Да, на 1-м все закрыто. Еще и решетки на окнах. Нет, ну это реально 2-й Чернобыль. А это что за башня? Ой-ё! Там здоровенный прожектор или камера, но вроде не в мою сторону. Здесь тоже пути. В общем, вот в той синей будке там обитает охрана. И она делает обходы по территории. В прошлый раз я чуть не попался. Машины нет, значит, они сейчас патрулируют. Там какой-то большой цех. Подстанция. А вот это Мартеновский цех. В прошлом выпуске мы побывали на его крыше и внутри. А вот это башня. Заберемся повыше.
Там площадка с металлоломом еще. Это, походу, действующее что-то. А вот это все на карте было отмечено как эстакада извести. Смотрите, есть лаз в башню. А, там пусто внутри. Сейчас надо как-то обойти охрану, чтобы пройти дальше. Тут какие-то склады. Ну, походу, склады заброшенные. Вот она, эта будка. А, нет, там, смотрите, машина стоит. Не охранная, но все же. Короче, а мне нужно по вот этому пути туда пройти. И что делать? Короче, единственный вариант — это через эти склады попытаться пройти. Что там внутри? Пусто, походу. Да. Я просто еще очень боюсь, чтобы тут какая-то камера не была бы припрятана. Меня б, чтоб не спалили б. Ух. Склад 62-й. Да, вот, видно, пусто. Еще один склад. Че тут? Паутина, блин. Опа. Тоже пусто. Вроде там пока все тихо. Чувствую себя просто как в игре компьютерной. Это мне надо сейчас через этот забор, блин. Потом идти туда дальше. А там опять забор высоченный. Сторожка. Девушки. О, это газета «Металлург». Мы такую с вами уже находили. 2012. Снова сторожка. Закрыта. О, документация 2012. Ладно, я думаю, может, все-таки удастся проскочить как-то мимо охраны. Но эта атмосфера, я вам скажу, просто завораживает. Ух, чуть не спалился. Я думал, он ко мне идет.
Фух. Он, походу, моет машину. Вас снимает скрытая камера. В общем, план немножко меняется. Сегодня попробую окольными путями пробраться и изучить другую часть территории. Что сказать, дух захватывает от увиденного. Заходить запрещено. Вот так выглядит внутри эта эстакада. Но я предполагаю, что тут частично что-то уже разобрали. Такса, может как-то по этому тоннелю пройти? А, блин, там, смотрите, даже нету пола. Эх. Вот вы вдумайтесь, это уже 4-я серия про этот завод. И я все еще не могу его полностью обойти и изучить. Да, это огромный завод. Интересно, эти цеха тоже заброшенные или нет? Можно заглянуть, что там. Ой, блин, там камера висит. Пойдем в обходную. Просто, блин, под ногами кусты, осколки. Везде кусты выше моего роста. Фух. Забор. Пройдя такой путь, я уперся в забор. Вроде чисто. Это, я не знаю, возможно, какой-то охладительный бассейн, и над ним по рельсам ездил вот этот козловой кран. Вот, смотрите, ковш.
Здоровый. Сейчас попробую забраться на кран. А вот смотрите рельсы, по которым он ездил. Ой-ё! Смотрите, техосмотр старый. До 2013-го. Посторонним вход запрещен. Ладно, сталкерам можно. Ой. Я вот иду и думаю, это ж сколько нужно времени, чтобы это все обойти, изучить, задокументировать. Смотрите, какая махина. Это крюк ездил туда-сюда. Кстати, это же ведь те тоннели, по которым я дошел до Мартеновского цеха в прошлой серии. Вот посмотрите, какая тонкая грань. Вот этот забор отделяет обычный мир, где ездят машины, ходят люди, кипит жизнь, от зоны отчуждения. Это сталкерский мир. Такс, а как тогда попасть в кабину крановщика? Неужели? О, да. Да, вот кабина. Ух, старый советский трудяга. Техосмотр. Да, до 2013-го. Анимометр. Если не ошибаюсь, прибор, меряющий ветер. Можно ощутить себя заводским крановщиком. Дорогие зрители, помните, что прошлой осенью компания Дуги прислала мне ультрапрочный телефон для моих вылазок? Так вот, на этом они не остановились и прислали мне еще один интересный гаджет. Это смарт-часы Дуги Anyways V1 Pro. Сейчас посмотрим, что же в них интересного. Во-первых, это экран AMOLED с высокой яркостью. Он не боится яркого солнечного света и дождя. Можно выбрать циферблат какой по душе. Вот, например, с машинкой. Вот он загружен. Также в комплекте идут разные ремешки. Вот такой тканевый, металлический, ну и резиновый. Ребята, также эти часы не боятся воды.
Водонепроницаемость 5 атмосфер. Сейчас проведем небольшой тест. Кстати, это очень интересное место. Такой вот большой недостроенный ангар. Находится это строение в портовой зоне. Вот маяк. И рядом Даугава. Сейчас наберем водичку для теста часов. Смотрите, это плывет наш ледокол Варма. А ну-ка. Смотрите, а часы-то работают. И правда, воды не боятся. Также очень крутая фишка оффлайн карты, которая обеспечит вам точную навигацию по маршруту даже в районах без покрытия сигнала. А двухзонный GPS обеспечит точную запись этого маршрута. Батарейки хватает на 12 дней. Тут на самом деле много разных функций. Вот фонарик есть. Вот смотрите, можно настроить таймер, секундомер. Вот, тренировки можно записывать. Будильник поставить. Погода отображается. Можно мерять вот уровень стресса, кислород в крови, пульс. Ради интереса померим. Измеряю пульс. 84. Можно музыкой управлять. Вот часы считают пройденные шаги, расстояния, калории сожженные. Очень хороший инструмент для спортивных тренировок. Для ходьбы, для бега, для велоспорта. Ребята, слоган гласит: это часы для хардкорных исследований без границ на открытом воздухе. В общем, дорогие зрители, если вы любите активный отдых, выбираетесь на природу, ходите в походы, или же, как я, изучаете заброшки, то смело могу вам порекомендовать эти часы Doogee Anyways V1 Pro. Ссылка на них будет в описании под видео. Новый день, я вернулся и будем продолжать изучать территорию Металлурга. Тут, смотрите, уже ведутся какие-то работы, сносят здания. Вот висит плакат. Хотят эту территорию вот так перестроить и сделать тут индустриальный парк. И вот работы уже ведутся. Вот нефтехранилище, которое я видел с крыши Мартеновского цеха. Вот тут уже строят новую дорогу, автомобильную и велодорожку. Вчера хотел я пробраться в железнодорожное депо. Представляете, у Металлурга было свое личное железнодорожное депо. Вот, я хотел туда попасть, но не смог из-за
поста охраны. Сегодня мы пойдем в обходную. Вот он, Мартеновский цех. Какой-то склад. Здоровенные емкости. Сооружения. И там возле цеха стоит техника, и тоже ведутся работы. Смотрите, они уже снесли тот тоннель, по которому я прошел из того здания жилого в Мартеновский цех. Все, его уже нет. Хотя прошла, ну, может, неделя. Что это в мешках тут лежит? Не могу понять. Смотрите, тут гора ящиков, присланных с Боровического комбината огнеупоров. Вероятно, там внутри вот такие кирпичи огнеупорные. Дальше тут снова кирпичи. Еще какие-то мешки. Это похоже на известь. И здесь тоже. Тут вообще что-то черное. Наверное, уголь. Ящики все с того же комбината. Внутри ящиков вот такие трубы. Это уже другой завод. Пантелеймоновский. Кирпичи. Вероятно, тоже огнестойкие. Весы. Ящики с какими-то ампулами, смотрите. Не будем открывать. Нам надо туда. Вот этот вагон, который я видел с крыши. Все эти бескрайние поля тоже территория металлурга. Сейчас заберусь повыше и осмотримся. Кто-то на велике едет. Надеюсь, это не охрана. Все это территория металлурга. А вон мое депо.
железнодорожная. Там тоже техника. И какие-то кучи. Это, походу, дерево лежит. Как бы не спалиться. Цех открытый, без стен. А вот там охранная будка. Интересно, тут зачем-то раз забор. Охрана едет. А я тут стою. Блин. Я думал, все. Меня спалили. Это было близко. Вот, я хотел сказать, раз забор, два забор. И там вдалеке еще третий забор с колючкой. Зачем? У охраны машина... Блин. У охраны электрическая машина. Ее не слышно, когда они едут. В последний момент их заметил. За этими тремя заборами вот такие горы. Это уже получается какой-то сталк на грани. Ну блин, интересно же. Хочется все тут изучить. Что это, интересно? Какой-то песок или известь, наверное. Ощущаю себя максимально как сталкер в зоне запретной. Блин, я там не пройду. Там речка. Придется идти по дороге. Просто если вдруг меня спалят, я даже не знаю, куда бежать. Камер вроде не вижу. Там еще какие-то интересные строения впереди. Будка какая-то. На ней замок. Значит, внутри никого. Надеюсь. Фух, да. Будка закрыта снаружи. Она такая новая. Я подумал, может, охрана тут. Еще один пост. Вот территория депо. Там даже какие-то вагоны есть. Вот эти вагоны. Раз, два, три. Там возле цеха еще четвертый. Так, только нет ли на столбе камер? Не могу понять. Вот, смотрите, там охрана.
Вон машина, на которой они патрулируют. Так, а вот это те склады, где я был вчера. Охрана на базе, сталкеры на залазе. Что это за вагоны вообще? Просто грузовые. Заглянем. Какие толстые стенки. Смотрите, вагон с утеплением. И тут, похоже, просто был склад. Вот тут уже поинтереснее. Смотрите, что за приборная панель. Генератор, освещение. Похоже, как приборка от поезда. Печка. Тоже как в поезде. Люстры. Смотрите, это микрофон. О, какие здоровенные лампы. Смотрите, это похоже на аккумуляторы или нет? Да, аккумулятор. Их тут много. А это что за прибор такой? О, смотрите, новенькие контакты в упаковках. Комплект ZIP одиночный. Я думаю, это все запчасти для поездов. Такс. Здесь тоже, походу, склад. Тут как-то пустовато. О, смотрите, это печки, похожие, как я встречал в лабораториях. Кстати говоря, на спутниковых картах я видел, что тут стояли поезда на рельсах. Но, видимо, их уже увезли. Ой-ё! Смотрите, тут был пожар. Все сгорело. В этот цех тоже охота заглянуть. Но сначала заглянем в депо. Я вам скажу, это просто невероятно атмосферная локация. Как будто из игры.
Заглянем внутрь. О, смотрите. Вот, походу, и залаз. Да. Я здесь пролезу. Ой-ё! Тут интересно. Обалдеть. Вот это я не зря сюда шел. Через охрану. О, смотрите, станки. Видать, кто-то заготовил на вынос. Здесь вот ремонтировали поезда, локомотивы. И, по идее, у Металлурга были свои собственные локомотивы и вагоны. Тут, смотрите, тоже что-то разбирали и готовили на вынос. Металлолом. Да, видно, тут уже поработали и все подразобрали. Электромоторы. Куча огнетушителей. Странно, почему все это не вынесли до конца. О, есть календарик. 2012. Склад инструментов. Тут какие-то еще офисы, что ли? Тут 2015. Вот, смотрите. График отпусков с 2013 года в депо работало 18 человек. А, нет, 18 тут и вот еще 25. Так, и вот интересно, стаж. Кто-то работал с 89-го, кто-то с 11-го. Самое долгое вот с 74-го. В прошлой серии я рассказал вам про работу Металлурга в 90-х и в 2000-х годах. В эти годы сбыт продукции, в основном строительной арматуры, был переориентирован на рынки стран Европы, Азии и Африки. В отличие от многих других заводов и фабрик Латвии, Лепойский металлург продолжал работать и развиваться. К 2012 году закончилось строительство новой 100-тонной электродуговой сталеплавильной печи. Для этого у итальянского банка был взят кредит на 86 миллионов евро под гарантию латвийского государства. Уже к концу 2012 года новое электросталеплавильное производство достигло проектных показателей – около 850 тысяч тонн в год. На тот момент на заводе работало 2300 людей, и по факту это было крупнейшее металлургическое предприятие в Прибалтике. Средняя зарплата на заводе тогда составляла 595 латов, или же 847 евро. Казалось бы, дела идут отлично, но что же пошло не так?
Дело в том, что раньше мартеновские печи работали на природном газе и мазуте. Электроэнергия была нужна для вспомогательного оборудования, а не для самой плавки металла, и ее цена особо не влияла на себестоимость продукции. Но после установки новой электродуговой печи завод стал крупнейшим потребителем электричества в Латвии, и любые изменения в тарифах стали критически влиять на себестоимость продукции. Основной удар металлургу нанес даже не рыночный рост стоимости самого электричества, а резкое увеличение компонента обязательной закупки ОЭК, специальной доплаты за зеленую энергию. В те годы государство поддерживало производителей зеленой энергии, ветряки, солнечные панели и когенерационные станции ТЭЦ, гарантируя им закупку электричества по ценам выше рыночных. И чтобы покрыть эту разницу в счета всех конечных потребителей от обычных жителей до заводов, включался этот самый ОИК. Нюанс в том, что для металлурга и подобных предприятий на тот момент законодательство Латвии не предусматривало специальных льготных тарифов на электроэнергию. По итогу оказалось, что на электричество придется тратить около 12 миллионов евро в год. Для сравнения, в жирные годы с 2004 по 2007 средняя прибыль металлурга за год как раз и составляла эти 12 миллионов евро. Зарплаты будут выплачены, а дальше, если не будет видно смысла в работе, то, к сожалению, извините, нам придется всем с вами искать другую работу. Ситуацию усугублял разразившийся мировой кризис. Он привел к падению цены и спроса на металлическую продукцию в Европе. Металлургу пришлось переориентироваться на рынки третьих стран. Почти половину продукции стали отправлять в Алжир. При этом завод взял на себя транспортные расходы, что еще больше снизило прибыль. Помимо этого, металлургу нужно было платить кредит за новую электропечь. Ежегодный платеж с процентами составлял 19 миллионов евро. В 2013 году металлург объявил себя неплатежеспособным. У него просто не было денег для погашения платежа по кредиту, и государство досрочно погасило весь остаток кредита в 67 миллионов евро. Производство было остановлено, а владельцы металлурга поссорились. Лепойский металлург и производственная драма. Как все закончилось, вся страна знает. Но вот, может быть, скажем, подведи к этому. Лепая, это был 96-й год. Лепая был банкротом. Значит, я пришел к школе, я говорю, слушай, мне так больно за Лепойский металлург, он могут в любой момент закрыть, он банкротом уже. Давай я попробую поднять. У нас было неформальное отношение. Да. Ты что, Киров, с ума сошел? Там немцы были, исландцы были. Все в один голос сказали, что там невозможно. И как-то мне позволили. Со мной работал в компании, такой был Сегал. И там был еще Захарин такой. Там был директор Терентьев. А у Терентьева был брат, тоже из бандитов группировки. Но я вообще не знал, что там бандиты. Я думал, это порядочные люди. Но как только началась прибыль, они стали мне угрожать. Чтобы я не показывал прибыль, чтобы не платить налоги. Ну, все, я понял, что мне тут делать уже нечего. С металлурга очень спокойно ушел. По сути дела, я его приватизировал. Я просто поделил акции на троих, на Сегала и на Захарина. Да. Я все это потерял. Я доказываю, что я жил не ради денег. Так, что тут еще интересного? О, чей-то кабинет. Год
Снова 2015. А на столе документация. Посмотрим. Журнал периодических осмотров агрегата дрезины крана. Это еще советская документация. Вот у нас 84-й. Проверка. И подписи проверяющих. Такс. 93-й. А вот 2011-й. Необходим ремонт. Заменить генератор двигателя, заменить реле датчики. Еще разные ремонты. И последняя запись в 2012. Допущен к работе. Безопасность труда на транспорте. На железнодорожном транспорте металлургических предприятий. И опять же все оставлено. Рабочие уходили и, видимо, не знали, что это их последняя смена на заводе. О, что читали рабочие? Инструкция по движению поездов. А это инструкция по сигнализации на железных дорогах. Все по делу. Даже формы остались висеть прямо на вешалке. Есть кто? В 2014 государство стало искать инвестора, чтобы вернуть вложенные миллионы. В итоге Металлург продали украинскому холдингу КВВ Групп. Сделку преподнесли как триумф. Обещали запуск производства и возврат долгов. В 2015 торжественно запустили ту самую электропечь. На работу снова вышли сотни людей. Однако радость была недолгой. Через пару месяцев начались перебои с зарплатами и сырьем. В 2016 украинские инвесторы заявили, что работать в Латвии невозможно из-за тех самых высоких цен на электричество ОЭК и кризиса на рынке стали. Они потребовали от государства льгот, но получили отказ. Люди, в принципе, собрались для того, чтобы узнать, будет работать предприятие, в конце концов, и не будет. Потому что в феврале месяце, в принципе, нам обозначали уже 3 раза даты, когда предприятие возобновит работу. Да? Сегодня 22 число, предприятие стоит. Еженедельно завод продает около 1000 тонн арматуры. Средства, как пояснил Игорь Таланов, идут на оплату текущих счетов. Дальнейшую судьбу завода он по-прежнему связывает с поддержкой государства. Сталеплавильный цех может работать только при стоимости электроэнергии вдвое ниже нынешней. Один из пунктов плана реструктуризации предусматривает работу на одном прокатном стане в ближайшие 2-3 года. Но если план реструктуризации не позволит дальше предприятию работать, то, к сожалению, будет предприятие законсервировано. Другого выхода у предприятия нет. К слову, инвесторы говорят, что чувствуют себя обманутыми и не исключают возможности тяжбы с государством. В сентябре 2016 завод был объявлен неплатежеспособным во 2-й раз. В 2018 надежды запустить завод целиком рухнули. Имущество начали распродавать.
После массовых увольнений более 2000 рабочих металлурга оказались в тяжелой ситуации, так как предприятие было градообразующим и найти аналогичную работу в Лепое было почти невозможно. Значительная часть квалифицированных специалистов уехала на заработки за границу. Другие бывшие металлурги стали осваивать новые профессии. Однако далеко не всем сразу удалось найти новую работу. В итоге большинство производственного оборудования было продано или вышло из строя. Квалифицированные работники разъехались или поменяли работу. Выросли требования по экологии. Пришла инфляция и рост цен на электроэнергию. Сегодня даже при всем желании восстановить и снова запустить металлург было бы просто нереально. Эра металлургии официально завершена. В 2023 был подписан договор о продаже туркам той самой электросталеплавильной печи, а территорию металлурга выкупило Управление Лепойской специальной экономической зоны. Сегодня на месте бывшего завода создается Лепойский индустриальный парк, который к 2026 стал крупнейшим проектом промышленной реновации в Латвии. Основной упор будет сделан на разные экологически чистые производства. Опа. Это трафареты для покраски. Целый стол с ними. И здесь же здоровенная вентиляция. Коробка с лампами. Еще лампы. Такс. Меряет частоту. А вот вольтметр. Амперметр. Смотрите, ящик с новыми амперметрами. Дата упакования 88-й. Вот он лежит. При невыполнении требования не курить, дверь будет закрываться. Видимо, курили. Так, тут еще кабинеты. Электроинженер. О, сейф. Ну-ка. Это удостоверение по электробезопасности. Пустое. А вот тут что-то написано. Александр проходил проверку знаний 2002 год и 2003. Крановщик Юрий. Тоже крановщик Александр. Это все были крановщики. А это радиоточка. Я такую уже здесь встречал. Ну и различные книги. Техническая литература. Еще советская.
Вагонный мастер. Этот товарищ еще из 2000-х. Формы рабочие в шкафу, каски. Кабинет радиомеханика. Его мастерская. Журнал проверки электроинструментов. Ну-ка. Такс. 2015. Шлифовальная машинка. Вот, проверялась каждые 3 месяца. Такс. А вот смотрите, 2017 последняя проверка. О, смотрите, это же Ригонда. Было бы классно на ней послушать пластинки. И прикольная самоделка. Коробка для всяких мелочей. Из пачек от сигарет. Вот, смотрите, это транзисторы. Еще такие самоделки. Сейф. О, открыто. Тут ничего примечательного. Конденсаторы. Фонарик. Такие я уже находил. И снова техническая литература. А здесь что? Календарь. Фильтр. Новенький. О, это, смотрите, это же рации. Микрофоны от раций. Прием, прием. Целый ящик с ними. Вот еще. А это похоже на батарейки к рациям. Да, Motorola. Как будто машину слышал. Уф. Еще батарейки. Часы прикольные. Сделаны в Союзе. А это что? Громкоговоритель Аврора. Что-то интересное. На лестницу. Фух. Сейчас лез по лестнице и видел, охрана ехала вдалеке опять. Надеюсь, меня не спалили. Цех, в общем-то, довольно пустоватый. Неудачный вылез. Охрана сейчас на обходе. Я слышал их машину.
не видел. Короче, прошло минут 40. Я надеюсь, охрана уже совершила обход. Вроде чисто. О, посмотрите, какой вид красивый. Лепойское озеро. В общем, я хотел подождать, пока охрана вернется на базу, но что-то она долго на обходе. И решил пока сходить проверить еще парочку зданий. Там камера. Вот это здание. Ай! Провалился. Ловушки зоны. Не знаю, стоит ли туда идти. Выглядит как-то пустовато. Чё, крепко? Вроде да. Ладно. Завершим вылазку подъемом на высоту. А под вечер сильный ветерок поднялся. Так, я надеюсь, тут ничего не прогнило. Фух. Вышку качает. Немного стрёмно. Но знаете, этот вид, он определенно того стоил. Депо, цеха и все вот это зона. Вот те кучи, которые я видел по пути. Там что-то... А, это дорога. Ого. Новую дорогу построили. Вот эти сооружения. А там... А здесь Лепойское озеро. Все, я благополучно слез. Вышка. Пока-пока. Я пошел на выход. В общем, я уже шел на выход, и зона не перестает удивлять. Нашел вот такой вагончик. Думал, что это сторожка. Но внутри кое-что интересное. Смотрите. Кресло и какой-то пульт управления. Что это? Так, а чё дальше? А, тут пусто. Может, это был такой дизель-генератор перевозной? Ну-ка. Одна только. Но светится, как в бункере. Это, кстати, тахометр, походу, от дизеля. И датчики давления. Такс, а тут, чувствую, тоже будет светиться. Да. Значит, это дисген, походу, был. Да, вот тут инструкция.
как запускать этот генератор. И вот про соединение батарей. Да, интересная находочка. Охрана едет. Вон она. Хорошо, что я еще не пошел на вылазку. Ребята, зона меня спасла. Подбросила генератор. Я на него отвлекся и не спалился. Благодаря нему. Сейчас только что охрана ко мне хотела зайти. Вон они там патрулируют. Фу, жестко. Давно у меня не было таких напряженных вылазок. Фу. Вечерний Мартен. Сегодня какой-то день патрулей. Фух. Сейчас сижу на крыше, любуюсь звездным небом. И знаете, ощущение такое, как будто я сижу под реактором в Чернобыле. В общем, зона любит смелых и решительных сталкеров. Она уберегла меня от патрулей. И сейчас я уже иду в сторону выхода. Вот просто ощутите эту атмосферу. О, что там за здание? Я его видел, когда шел по этим тоннелям к Мартену. Открыто. Ой-ё! Тут очень сильно пахнет плесенью. Давно не проветривали. Так, справила. Это была баня для работников мартеновского цеха. Ой-ё! Это плесень на двери. Жесть. Просьба открыть дверь после бани. Забыли открыть. И что с ней стало? Ой! Смотрите, тут слизняк. Фу. Еще один. Не, ну это просто ужас. Зато, смотрите, веники есть. Ведро. Только вот уже не попаришься.
Вносить воду в сауну запрещено. Ой-ё! И тут все в плесени. А почему оно так заплесневело? Интересно. И только с одной стороны. Это грибы, смотрите, какие-то выросли. Жесть. Мда. Печь на месте. А здесь бассейн. Ух, можно было окунуться после баньки. Класс. А что ж тогда на втором этаже? Интересно. Офигеть. Как тут все протухло. Из-за сырости. Видимо. Ну тут был просто зал для посиделок после баньки. Вот столы, камин, смотрите. И выпивка. Все как надо, чтобы отдохнуть после смены. Знакомый. Рижский. И второй. Тарелки. Тоже рижские. А это радиоточка. Тут кухня. А тут... это лестница. О, чья-то каморка. Даже телефон протух. Алло, это администрация завода? У вас тут здание протухло. Охрана. Короче, ребята. Охрана. Я очень быстро залез на тоннель. Охранник с фонарем только что ходил вокруг этого здания. Чуть меня не поймал снова. Это просто какой-то долбанный сталк на грани. Фух, все. Последний периметр назад в обычный человеческий мир. Нет сил уже лезть сверху. Фу. Все. Достаточно с меня приключений на сегодня.
Дорогие зрители, заключительная 5-я серия про Лепойский металлург выйдет примерно через 2 или 3 недели. В ней мы побеседуем с человеком, проработавшим почти 40 лет на металлурге в Мартеновском цеху. Будет очень интересно. Что ж, спасибо за внимание, счастливо и до скорой встречи!